Добрый вечер, мои дорогие. С вами снова Юрий Пузыревский, и мы начинаем наш традиционный эфир. Дайте обратную связь, как видно, как слышно. Я думаю, что видно и слышно нормально. У нас был небольшой технический сбой, поэтому мы начали нашу трансляцию несколько позже, но тем не менее. Все, кто к нам присоединились, все молодцы. Все, кто будут смотреть в записи, тоже молодцы. А те, кто к нам не пришел, вам не повезло. Наверное, не повезло, потому что, наверное, вы занимались более какими-то важными другими делами. Итак, мои дорогие, пока вы пишете обратную связь по поводу звука и видео, я вам расскажу, чем мы займемся сегодня. Сегодня мы будем, как вы видели, у нас заявлена тема эфира, как побороть или как победить, или как растоптать, превозмочь прокрастинацию. И сегодня, вот, собственно говоря, мы этим и займемся. Мы начнем разбираться с тем, какие вообще причины прокрастинации. Сегодня будет такая работа над собой, над своим личностным ростом, над своим самосовершенствованием, если хотите, или саморазвитием. Разберем причины, разберем, как с этими причинами быть, как их исправить. И, соответственно, мы сделаем 1-2, может быть 3 упражнения, которые вам помогут избавиться от прокрастинации, но предупреждаю, что путь будет непростой. Многие искатели волшебных таблеток испытают разочарование, потому что прокрастинация — дело такое. Начнем с самого термина. Да? Что такое прокрастинация? Напишите, как вы думаете, по вашему мнению, что такое прокрастинация. Я пока проверю, все ли у нас в порядке с трансляцией. Что такое, по вашему мнению, прокрастинация и в чем вы ее испытываете? Конкретно, в чем вы испытываете прокрастинацию? Жду вашей обратной связи. Как вы считаете, что такое прокрастинация и в чем конкретно в вашей жизни, в какой сфере вы ее испытываете? Так, народ, отзовитесь. Я говорю в пустоту, есть ли картинка, есть ли звук. И давайте уже начнем наш прямой эфир. Потому что, мне кажется, мы и так немного задержались. И нужно уже начинать или продолжать наш прямой эфир. Дайте обратную связь. Так, ребятки, сейчас я проверю. Мне кажется, мы и так немного задержались. И нужно... Картинка есть, звук есть. Значит, не будем ждать опоздунов, и я начну свое повествование. А вы в процессе включайтесь. И что же такое прокрастинация? Для начала, да, определимся с термином. Что мы сегодня в этом прямом эфире считаем прокрастинацией? Прокрастинация — это в психологии такой термин считается, когда человек откладывает на потом какие-то важные для него вещи, как он считает важные вещи, и от этого страдает. Вот запомните, это откладывание на потом, но не просто откладывание на потом, а что сопровождается какими-то определенными страданиями психологическими. Ну, например, все когда-то были студентами, и от сессии до сессии живут студенты весело. Вы долго не готовились к экзаменам, а потом в последнюю ночь перед экзаменом вы готовили. Самое что ни на есть прокрастинация. Я не думаю, что когда вы в последнюю ночь перед экзаменом готовитесь, вы испытываете огромное удовольствие, кайф и драйв от того, что вам нужно весь материал, который вы проходили в течение полугода, выучить за одну ночь. Наверное, кайфа там нету. И это страдание. Вот простой классический пример прокрастинации. Напоминаю, что нужно писать комментарии, чтобы я понимал, что я здесь не один. Нужно подписываться на канал, если вы еще не подписаны и хотите писать комментарии. И нужно распространять эти прямые эфиры тем людям, кому это будет полезно. Давайте разбираться с причинами. Какие есть причины прокрастинации? Первая и самая, на мой взгляд, одна из важнейших причин прокрастинации – это наличие какой-то вторичной выгоды. Сейчас поясню, что это значит. Это значит, что я что-то не делаю, потому что мне выгодно это не делать. Более выгодно это не делать, чем невыгодно это делать.
тем выгодно это делать. Вот такая вот у нас получилась словесная конструкция. Что это значит? И как эту вторичную выгоду выявить? На самом деле очень просто. На самом деле вторичная выгода выявляется очень просто, и заключается ее выявление в том, что вы задаете себе вопрос, а почему мне выгодно или выгоднее этого не делать? То, что вы откладываете на потом. Первый раз попал на прямой эфир. Наконец-то, Диана, поздравляю вас. Очень рад всем новым зрителям. Очень рад новым зрителям на этом канале. И, друзья, что-то нас маловато на этом канале. На основном канале нас уже больше 34 тысяч, а на этом канале всего 600 с чем-то человек. Я так понимаю, что это самые активные, самые внимающие люди, те, которые хотят развиваться, но тем не менее. Я призываю, если вы знаете людей, кому этот канал с прямыми эфирами может быть полезен, делитесь этими прямыми эфирами, ссылками, всем, чем можете, чтобы нас становилось больше. Тогда эфиры, знаете, чем хорошо прямые эфиры, чем хорошо, когда на прямом эфире много людей, потому что есть огромное количество вопросов, и тогда эфир становится более разнообразным. Я, кстати, еще вам немного позже кое-что расскажу про вас, лично про вас, тех людей, которые смотрят мои прямые трансляции. И если вы заметили, я в прямой трансляции всегда прошу вас, ребят, после того, как трансляция закончится, напишите в комментариях темы, которые вам сейчас актуальны, которые вам сейчас вот прям жизненно необходимы, и если я в них компетентен, я буду создавать конкретно прямые эфиры на основе ваших комментариев. И, ладно, давайте сразу сейчас расскажу. И на самом деле, вот те люди, которые не пишут, вот смотрите, последний прямой эфир мы провели неделю назад, и там около 300 просмотров. Ну, пускай этот эфир посмотрело не 300 человек, а посмотрело, условно говоря, 150. Кто-то 2 раза посмотрел, кто-то 3 раза, кто-то вообще не посмотрел, да. Но тем не менее, из этих 300 людей ни один человек не написал комментарий. Ну, там пару человек написал. Остальные что? Что остальные? Остальные прокрастинировали. И как это происходило в голове? На самом деле в голове это происходило, скорее всего, так. Писать комментарий лень. Лень, не буду писать. Но здесь и самая большая опасность и ловушка прокрастинации. Почему? Юрий Пузыревский, лично я, конечно, найду тему и всегда практически знаю, о чем мне вещать. Но мне хотелось делать этот канал на основе ваших предпочтений. Но сейчас не об этом, сейчас не о моих каких-то размышлениях. Но смотрите, те, кто не пишут комментарии, потому что я их прошу писать комментарии с темами, которые актуальны сейчас, а я уверен, что у всех из вас, кто сейчас смотрит этот прямой эфир, либо будет смотреть его в записи, есть темы, которые прямо сейчас актуальны, но вы не пишете. А когда вы не пишете, вы перекладываете ответственность на меня, чтобы я создавал прямые эфиры на те темы, которые интересны мне, в которых я лучше разбираюсь, там, ну и так далее. То есть вы мне перекладываете на меня ответственность в создании контента. Очень круто. Но я вас прошу всегда писать темы. И что происходит? Когда мы не принимаем решение написать тот же комментарий, потому что нам лень, потому что нам еще что-то, скорее всего, просто лень написать, мы передаем ответственность о наполнении вот этого канала, который я искренне хочу делать живым на основе ваших предпочтений, вы их передаете мне. Но это очень здорово. Но одновременно, тут моя ответственность, безусловно, да, так как я автор, но одновременно вы позволяете мне создавать ваше мнение. Каким образом? Так как вы не пишете, вы отдаете мне возможность говорить то, что мне хочется, то, что мне думается, и не отвечать на ваши вопросы, не отвечать вашим запросам. И такое происходит сплошь и рядом. На самом деле, умение думать, умение задавать вопросы – это очень важный навык. И вот прокрастинировать вот в этих вещах на самом деле крайне не рекомендую. Потому что если вы перекладываете ответственность за свои мысли, за свое мнение на других людей, то вы не проживаете свою жизнь, а вы позволяете создать вам мнение другим людям. С одной стороны, это круто, да, потому что YouTube-авторы, там, и не только YouTube-авторы могут его создавать. Но с другой стороны, посмотрите, сколько всего вы
утрачиваете, когда вы этого не делаете. Вот такой мой небольшой спич по поводу откладывания в написании комментариев. Добрый вечер, откладывание каких-то дел, решений на потом, отлично. Была ли у вас прокрастинация перед созданием своего канала? Как вы с ней боролись? У меня была прокрастинация перед проведением эфира про прокрастинацию. Я, конечно, шучу, я на прошлом эфире немного просто подумал, что когда я просто делаю прямой эфир на основе ваших комментариев, тогда я подумал, что он не такой насыщенный получается, и поэтому я принял решение молниеносно после прошлого прямого эфира, что я буду все-таки проводить прямой эфир на заявленную тему, а затем буду отвечать на те вопросы, которые, возможно, даже не по теме. Потому что, таким образом появляется какое-то направление действия, появляется какое-то направление повествования. И так, поэтому нет, я недолго прокрастинировал. По поводу второго канала вообще недолго прокрастинировал. Почему? Потому что смысл вот этого второго канала, мы на нем общаемся только вживую. На этом канале мы только проводим прямые эфиры. И просто прямые эфиры немножко мешают развиваться основному каналу. Поэтому я решил, условно говоря, есть любители смотреть короткие ролики, а есть любители смотреть прямые эфиры и участвовать в них. И одно другому немножко мешает, они там конфликтуют между собой. Поэтому было принято решение. Тоже недолго, было принято решение быстро, поэтому все в этом плане в порядке. Давайте разбираться. Ребят, первую причину прокрастинации все услышали. Первая причина – это наличие какой-то вторичной выгоды. То есть, почему мне выгодно это не делать? Вот напишите, в чем вы испытываете прокрастинацию, приведите свои примеры. Они у всех есть, я больше чем уверен. И задайте себе вопрос, почему мне выгодно это не делать. Давайте банально, простой пример. Многие люди хотят заниматься спортом, ходить в тренажерный зал или там ходить на пробежку, но они этого не делают и откладывают это из раза в раз. Какая там вторичная выгода может быть? Вторичная выгода может быть, почему мне выгодно это не делать? Потому что мне выгоднее лежать в тепленькой кроватке, когда все остальные бегают по улице. Или мне выгоднее лежать, не знаю, кушать, сидеть вкусную еду в каком-нибудь ресторанчике, чем там потеть в тренажерах на тренажерном зале. То есть вот такая вторичная выгода. Мне интереснее получить удовольствие от чего-то, чем делать то, что мне необходимо. Какая здесь проблема? Проблема в том, что, понимаете, мы когда откладываем дела на потом, мы сейчас еще обратимся к теме мотивации и метапрограмм. Когда мы откладываем дела на потом, мы откладываем, в принципе, свое будущее. И тут тоже есть множество причин. Со вторичной выгодой мы разобрались. Добрый вечер. Надя, добрый вечер. Здравствуйте, Юрий. Видно, слышно хорошо. Не могла раньше писать. Я на работе одновременно слушаю ваш канал. Отлично, Надя, спасибо. Приветствую. Привет в Нью-Йорк. Хорошо. Дальше. Какая еще может быть причина прокрастинации? Следующая причина. Прям записывайте все причины. Я выписал очень много на основании опыта и опыта работы с людьми. Вторая причина – это половинчатое решение. Когда решение принято о чем-то не до конца. Или это можно называть сомнением. То есть вот я решил что-то делать, но решил это не до конца. Потому что вот когда мы твердо что-то решили, мы это делаем по-любому. Вот согласитесь, когда мы твердо что-то решили, мы по-любому это делаем. Но когда у нас решение такое, было бы хорошо, наверное, я это сделаю, возможно, я этого хочу, то это дает прокрастинацию. Потому что решение не принято до конца. Оно есть где-то на уровне какой-то идеи, но мы плавно переходим к следующему пункту, а следующий пункт это нежелание брать ответственность. Смотрите, многие люди много чего хотят, и это хорошее желание, но они хотят, чтобы это все произошло само. И не принимают ответственность за свои решения, они не принимают ответственность за то, что нужно что-то делать. Вот для того, чтобы что-то было, вот мир так устроен, вообще формула счастья. Чтобы у тебя что-то было и формула успеха, нужно просто продолжать делать.
Вот реально, нужно просто постоянно продолжать делать. Я это прохожу постоянно, да, и на примере со своим YouTube-каналом и с многими другими вещами это происходит просто постоянно. Но в конечном итоге выигрывает тот, кто просто продолжает делать криво, неправильно, учится на своих ошибках, но продолжает делать. Поэтому вот этот навык не принятия на себя ответственности, он, конечно, очень сильно нас разлагает. Когда я чего-то хочу, но хочу, чтобы это произошло само. Я чего-то хочу, но хочу, чтобы благодаря каким-то стечениям обстоятельств это со мной свершилось или случилось. Вот такая вот история. То есть первая причина, что есть какая-то вторичная выгода. Вторая причина – это половинчатое решение, то есть решение принято не до конца. Третья причина – это нежелание брать ответственность. Вот мы уже разобрали 3 причины. Сейчас я почитаю ваши комментарии, отвечу на них и пойдем по дальнейшим причинам. Добрый вечер. Обязательно напишу коммент под видео. Я развелась 2,5 года назад и с того времени ни с кем не встречалась. Боюсь, что не понравлюсь, хотя мне часто говорят, что я красивая. Ну, вы красивая, поверьте в это. Хорошо, спасибо вам, слушаю вас регулярно, есть прогресс в самореализации, это очень круто. А если что-то откладываем по причине плохого самочувствия, это тоже прокрастинация? Ну, я считаю, что, смотрите, если мы не говорим про психосоматику, то я считаю, что это объективная причина. Ну, допустим, я не бегаю круги на стадионе, потому что у меня сломана нога. Да? Я считаю, что это объективная причина, и если я буду бегать со сломанной ногой, то, скорее всего, будут проблемы со здоровьем, и моя нога не будет заживать. Бывает другая история. Бывает другая история, что человек настолько не хочет что-то делать, что может вызвать у себя какую-то психосоматику. Например, головную боль. Например, не знаю, настолько не любит с кем-то общаться, а с кем нужно общаться для достижения какого-то результата, и в буквальном смысле вызывают у себя головную боль. Вот дети на самом деле как-то умеют, они в этом профессионалы. Они, когда не хотят ходить в школу, они как-то умудряются заболеть, даже температуру поднять себе я имею в виду не градусник потереть и показать маме, а действительно вызвать у себя. Это такое, знаете, управление своей психосоматикой. Такое может быть, здесь нужно поразбираться. Если ты объективно сильно болен, а тебе нужно что-то делать, то тебе нужно просто расставить приоритеты, да. Я обычно, так как я трудоголик, я обычно вот как делаю. Если вдруг я заболел, а мне нужно что-то делать, я просто взвешиваю на чаше весов, как это будет. Если я буду, к примеру, делать ту работу, которую мне нужно делать в состоянии простуды или больной, будет ли эта работа сделана эффективно, и если я понимаю, что эта работа, качество работы не пострадает, но увеличится продолжительность моей болезни, к примеру, то да, я могу принять такое решение работать больным, да. Есть другая сторона медали. Если я договорюсь с собой и сам себе скажу: дорогой мой уважаемый внутренний, не знаю, человек, Юрий Пузыревский, стану перед зеркалом и скажу себе: слушай, ты сейчас заболел, ты сейчас не можешь объективно, эффективно выполнять свою работу. Давай ты 2 дня просто тупо поболеешь, прям поболеешь, чтобы просто будешь лежать и не будешь себя напрягать даже на уровне мыслей ничем, да. Но потом, после того, как ты выздоровеешь за эти 2 дня, 2-3 дня, ты сделаешь максимально качественно и быстро ту работу. Поэтому здесь всегда нужно обратить внимание, не является ли это психосоматикой, да, не является ли это, я скажу, не настолько ли это трудная для меня задача, что я ее настолько не хочу делать, что я даже готов заболеть. Вот здесь нужно над этим вопросом подумать. Если это не так, то окей, выздоравливаем, идем заниматься. А если это так, то нужно поработать над собой, нужно поработать над своими вторичными выгодами. Почему я так сильно не хочу этого делать, что даже готов болеть не знаю,
калечить себя, ну и так далее. Здесь бывают такие истории. Так, Юрий, вы большой умничка, спасибо, Татьяна. Могу потратить на работу целый день и потом отдыхать несколько дней, а то и больше, но трачу каждый день понемногу. Это же прокрастинация относится. Давайте вернемся в начало нашего эфира. Что такое прокрастинация? Прокрастинация – это когда мы откладываем какие-то важные дела на потом, а потом от этого страдаем. Вот судя из этого определения, определитесь в вашем конкретном случае, это прокрастинация или не прокрастинация. То есть, что это значит? То есть, если вы тратите каждый день понемногу, относится ли это... Если вы вот так делаете, как вы делаете, и вы от этого не страдаете, то продолжайте делать так, как вы делаете, и все у вас хорошо. Но если вы от того, как вы поступаете, вот так, как вы описали сейчас в комментарии, от этого начинаете страдать, то это уже можно... и там есть откладывание на потом, то это уже можно назвать прокрастинацией. Здравствуйте. Ограничивающие убеждения могут быть причиной прокрастинации? Конечно, это одна из причин, я о ней собирался сказать позже, но Исламбек Галиев сказал это впереди меня. Дальше, давайте идти дальше. Повторяюсь. Вторичная выгода. Почему мне выгодно это не делать? Половинчатое решение. Решение принято не до конца. И нежелание брать ответственности. Это первые три причины. Следующая причина – это отсутствие дедлайнов, отсутствие ограничения во времени. И тут мы можем возвратиться в пример со студентами, когда мы в ночь перед экзаменом весь курс, который мы должны были изучать полгода, стараемся в себя впихнуть. Вот она сила дедлайна, да, сила ограничения во времени. Потому что когда мы себе не ставим конечный срок, то мы, понимаете, мы очень плохо ощущаем время на самом деле. И когда есть какая-то задача, и мы понимаем, что у нас на нее есть месяц, то мы, соответственно, принимаемся делать эту задачу, ну, скорее всего, ближе к концу этого месяца, понимая, что сейчас есть время еще немного позаниматься другими делами. Так вот, если мы не ставим себе ограничения во времени, мы будем прокрастинировать. Если, тем более, мы не будем ставить себе дедлайны или ограничения во времени жесткие достаточно. Ну, давайте еще какой-нибудь пример разберем. Смотрите, вот любой предприниматель может платить налоги заранее, но большинство предпринимателей платят их только вот когда прям наступает срок. Если вы когда-нибудь были в налоговых инспекциях, то вот в последний день сдачи декларации, как правило, там всегда много народу. Это почему? Это потому, что люди не хотят делать неприятные вещи сразу. Вот люди многие не хотят делать то, что не совсем приятно, а платить налоги совсем неприятно. И люди откладывают это все дело напоследок. И чем будет жестче и конкретнее дедлайн, чем будет жестче и конкретнее ограничение по времени, тем у вас будет меньше возможностей с прокрастинацией. Вот, допустим, если брать пример с тренировками, ну, не знаю, там, пробежками, походом в тренажерный зал, то... Во-первых, мы могли не принять решение до конца, а во-вторых, у нас нет ограничения по времени. А понимаете, что в тренажерный зал желательно бы ходить все-таки всю жизнь, да? И получается вот какая история. Что так как мы понимаем, что в тренажерный зал надо ходить всю жизнь или там длительный промежуток времени, мы понимаем, что ничего страшного не будет, если я не пойду в тренажерный зал сегодня или на пробежку, а пойду, допустим, завтра. И таким образом мы натренировываем у себя привычку, вот эту мыслительную привычку откладывать. И как здесь бороться? А здесь бороться очень интересно. Вот каким образом. Нужно ставить себе дедлайн таким образом, я его называю дедлайн с лишением. Как это выглядит? Ну, к примеру, если я вот собрался ходить в тренажерный зал. Если я не пошел в тренажерный зал в течение недели, то я запрещаю себе вообще думать и ходить в тренажерный зал в течение года.
Представьте, что вот над вами есть какой-то судья, вот над вами есть какой-то управляющий, который вам говорит: ты знаешь, если ты в течение этой недели не сходишь хотя бы один раз в тренажерный зал, то тебе вообще я запрещаю всю жизнь заниматься спортом, ходить в тренажерный зал. И если представить, что такое будет действительно правдой, то, конечно, многие поднимут свои пятые точники и пойдут в тренажерный зал. Ну или если у вас какая-то другая цель, если у вас какая-то другая тема, что вы откладываете, то, соответственно, это будет что-то другое. Попробуйте с этим поиграть. Вот представьте, что есть над вами какой-то повелитель. Не знаю, для кого-то это бог, для кого-то это вселенная, для кого-то это просто какой-то сказочный персонаж, которого вы можете привлечь. Учить скучные лекции тоже неприятно. Да, это неприятно, безусловно, но всегда, когда мы чему-то учимся, нужно знать и понимать, чему мы учимся и ради чего мы учимся. Поэтому здесь с лекциями такая история. Если у человека нету своего внутреннего интереса, он перекладывает ответственность на преподавателя, который считает, студент считает, что преподаватель должен собой создать этот интерес. И здесь, опять же, вопрос о перекладывании ответственности. Окей. Хорошо, идем дальше. Что еще может быть причиной прокрастинации? Это перфекционизм. Кто знаком с перфекционизмом? Это желание и стремление постоянно доводить все до идеала. И вот перфекционисты как раз-таки страдают прокрастинацией очень сильно, очень часто. Почему? Потому что они не делают какие-то вещи, если они не уверены, что они их могут сделать идеально. Вот это вот прям большая вообще проблема. Перфекционизм, вот это желание доводить все до идеала, это, с одной стороны, черта очень хорошая, но она тормозит очень сильно прогресс. Почему? Объясняю. Дело в том, что вот перфекционисты, они хотят все делать сразу идеально. То есть они как будто не дают себе возможности совершить ошибку. Вот любой перфекционист, который проработает в себе вот эту часть, которая заключается в том, что я разрешаю себе делать ошибки, и на основе обратной связи из этих ошибок я готов двигаться дальше, тогда перфекционист вообще достигает каких-то невероятных результатов. То есть вот перфекционизм тоже часто является причиной. Я очень часто сталкиваюсь с перфекционистами на тренингах. Как это выглядит? Обычно это выглядит так. Мы проходим какую-то тему на тренинге, я ее показываю, но так как я преподаю НЛП и практикую уже очень давно, я технику, делаю очень быстро, красиво, все как по накатанной, все прям идеально, профессионально, круто. И многие участники, когда я после этой демонстрации предлагаю им сделать то же самое, они даже не начинают это делать. И для меня это сразу чик-чик-чик признак, вот-вот-вот сидит перфекционист. Они не начинают это делать, потому что понимают, что так как я, они не сделают, а делать плохо они не будут. А мы на учебе как раз-таки и чем занимаемся? Мы специально все делаем неправильно для того, чтобы научиться как правильно. И мне приходится очень часто объяснять: дорогие мои, мы здесь учимся, и мы здесь для того, чтобы совершать ошибки. И я здесь нахожусь для того, чтобы вы могли совершить ошибку и получить от меня обратную связь, и еще от себя, и еще от того человека, с кем вы проделывали то или иное упражнение. И когда удается проломить вот это вот сопротивление перфекциониста, который начинает понимать, что делать ошибки это круто, потому что благодаря ошибкам мы научаемся или учимся, тогда все становится намного проще. Поэтому, друзья перфекционисты, ваша основная, если вы понимаете, что вы многие проекты, многие какие-то свои дела откладываете, потому что вы не любите быть не идеальным, постарайтесь у себя это проработать. То есть дорога в 1000 миль начинается с первого шага.
для того, чтобы стать мастером, нужно сначала пройти путь ученика, там, стажера и так далее. То же самое касается на самом деле и походов в тренажерный зал. Нам же хочется прийти в тренажерный зал, там же тоже определенная атмосфера. Там один человек на беговой дорожке или на велотренажере целый час может крутить, а ты можешь, допустим, 5 минут. И тебе как бы, блин, я не идеальный. Это вот все про перфекционистов. И когда ты понимаешь, что я не смогу там на велотренажере и 5 минут прокатиться, ты скорее принимаешь решение, лучше я тогда вообще это не буду делать. Но мне кажется, намного эффективнее все-таки взять стратегию «я лучше попробую, и пусть у меня не получится, я дам сам себе обратную связь, и тогда я пойму, как сделать лучше». Вот такие мои размышления. Согласен, перфекционизм мешает. Прогресс лучше совершенства. Добрый вечер, Юрий. Сколько стоит NLP практик онлайн? Смотрите, NLP практик онлайн, который мы ведем вживую, я его сейчас не могу физически провести. Ну, то есть это отнимает очень много времени и ресурсов. Там, где мы прям в Zoom встречаемся, общаемся. Сейчас я записываю для вас курс NLP практик, который будет в записи. Там будет, очень много уроков. Я еще даже до конца не понял, сколько там будет уроков. Больше 60, может быть, может еще даже и больше. И этот курс будет насыщен чем? Во-первых, будет специально для этого курса записанный урок. Плюс по этой теме я найду из своих шуфлядок записи, где я эту технику отрабатывал с человеком, чтобы разнообразить. Будут еще примеры вот такие. И в этом курсе будет один раз в месяц обратная связь. То есть те люди, которые будут покупать этот курс, они будут получать пожизненный доступ ко всем урокам. Курс будет постоянно дополняться и обновляться. Я в процессе работы над этим курсом. И раз в месяц мы будем встречаться на практику и отрабатывать упражнения. Чаще вряд ли, но раз в месяц я обещаю, что в этом те, кто будут заходить в этот курс, будут получать еще и практику. Такая небольшая рекламная вставка на ваш счет. Как попасть на этот курс? Пока мы не сделали для него посадочной страницы, вы можете писать мне личное сообщение в Телеграме. Ссылка на мой личный Телеграм, не на Телеграм-канал, а на Телеграм для связи со мной тоже есть в описании к этому стриму. Но мы продолжим. Так, перфекционистов работодатели просто-напросто плодят наказанием за ошибку. Смотрите, на самом деле не могу согласиться. Про наказание тоже немножко позже поговорим. Давайте немного позже отвечу на этот вопрос. Дальше. Что еще является причиной прокрастинации? Есть такая история, как слишком большая цель. Слишком большая цель, я именно специально использую это слово, слишком большая. Если это в финансовой сфере, то это может быть очень большая сумма денег, да? Если это в сфере похудения, это может быть очень большой зазор, там, я вешу 100 килограмм, а хочу весить 50, да? И когда у нас такая большая цель, мы не можем быстро получить эффектов от наших усилий. И когда мы не получаем эффектов от наших усилий, допустим, человек весит 100 килограмм, хочет весить 50, это года 2 работы, да, может быть быстрее. Зависит от человека, конечно. Но если он начал делать упражнения и там за 2-3 дня сбросил 1 килограмм, ему это кажется ничтожно мало, потому что он уже для себя решил, что он хочет весить не 100, а 50. Или то же самое, если там человек решил стать миллионером, там, к примеру, не знаю, долларовым или рублевым. Если он там на сегодняшний день зарабатывает $500, а через месяц, прилагая очень много усилий, стал зарабатывать 700, то он понимает, что он приблизительно так же далеко от этого миллиона, как был месяц назад. И, соответственно, здесь падает мотивация и начинается прокрастинация. А зачем я что-то буду делать, если все равно ничего не меняется, я не вижу, как мне продвигаться. Что я рекомендую в этом случае? В этом случае я рекомендую свою цель умножать не больше, чем на 2. Допустим, если вы зарабатываете 1000, то умножьте ее на 2. Пусть у вас где-то там в дальнем горизонте планирования есть этот миллион, но умножьте его сейчас на 2 и там начните зарабатывать
2000, но в течение года придите к этой цели, и вам тогда уже будет легче двигаться дальше, чем если вы поставили себе 1 000 000, вместо 1000 заработали 1100, вам кажется, что вы на том же расстоянии, хотя вы уже сделали много работы. То же самое с похудением, к примеру, да, человек, который весит 100 килограмм, а хочет весить 50, ну, поставьте себе не 50 килограмм за год сбросить, а сбросить 5 килограмм за месяц. Это намного реалистичнее, это намного приятнее, и вы тогда понимаете, что вы достигаете, вы тогда понимаете, что вы достигатор, вы тогда понимаете, что вы можете это делать, что вы можете ставить цели и их достигать. Ведь на самом деле вопрос целеполагания – это тоже вопрос такой привычки. И когда мы задаемся вопросом поставить цель, очень важно ее поставить грамотно, чтобы она не была для нас разрушительной, разрушающей, когда мы ставим слишком большую цель. Поэтому я очень часто вот в коучинге встречаюсь с тем, что у человека цель, ну, она реально очень сильно большая, и большой разрыв между точкой А, между точкой Б. Поэтому здесь нужно выбрать точку B1, B2, B3 и потом большую B. То есть промежуточные результаты. Это прям очень важно. На этом погорели многие и горят, и продолжают гореть дальше. Дальше, друзья. Следующая причина прокрастинации – это неконкретная цель. Да, вот вспомните модель SMART, цель должна быть конкретная, специфичная, измеримая там, и определена во времени. Здесь то же самое, когда наша цель не конкретна, когда я просто говорю, я хочу, я не знаю, стать богатым, или я хочу быть худым, или я хочу... То есть когда у нас нету каких-то критериев, когда у нас нету критериев и нету понимания, что должно произойти, чтобы я понял, что я эту цель достиг. Вспомните модель «хорошо сформулированный результат», да, там есть проверка, да, как я пойму, что цель достигнута. То же самое вот с вашими всеми задачами, с вашими всеми запросами. Цель нужно конкретизировать. Чем больше вы ее конкретизируете, то тем лучше. И задайте себе вопрос, вот эта причина прокрастинации решается одним простым способом. Этот способ называется вопрос. Как я пойму, или что должно произойти в моей жизни, что я буду видеть, слышать, чувствовать, и что будет являться критерием достижения мной этого результата. Как я пойму, что я достиг своей цели. Что я буду видеть, слышать, чувствовать, когда я достигну своей цели. И таким образом вы это решаете. Дальше, переходим дальше. Есть еще один очень важный момент. Почему мы прокрастинируем? Потому что за нашей целью, точнее, за тем действием, которое мы откладываем, мы не видим ценности конкретной для нас. Пример. Просто классика жанра. Очень простой пример. Я не буду убираться в квартире, потому что все равно станет грязно. Я помню, у меня в молодости был свидетелем такой ситуации. Один мой знакомый что-то в мотоцикле, что-то там крутил в этом мотоцикле. У него были грязные руки, а рядом стоял его товарищ. И он ему, тот, который крутит что-то руками в мотоцикле, такой... И крутит, напрягается что-то, и у него, видно, спина зачесалась, он говорит, слушай, почеши мне, пожалуйста, спину. А тот такой стоит, говорит, зачем, все равно сегодня мыться будешь. И вот это прокрастинация, понимаете, вот запомните этот пример. Зачем, все равно сегодня мыться будешь, потому что ценности не видно, да. Вот если бы вот этот, который сказал такую фразу, зачем, все равно сегодня мыться будешь, он не увидел ценности в этом действии для него, а ему пришло бы облегчение, да, у него чесалась спина. То же самое там с уборкой в квартире. Зачем убираться в квартире, все равно станет грязно. Но тут же вопрос, когда мы найдем вот эту ценность, ага, я буду убираться в квартире для чего? Для того, чтобы я мог ходить босиком, тогда мои ноги будут дышать, тогда мои ноги не будут прилипать там какому-нибудь варенью, которое кто-то обронил. Или чем чаще я убираюсь, тем чище воздух в моей квартире, соответственно, я меньше дышу пылью. Ну, понимаете, вот за каждым действием, которое вы можете откладывать, нужно найти какую-то ценность для вас, потому что кто-то убирается для того, чтобы было чисто, кто-то убирается для того, чтобы было здоровое,
крепкое, а кто-то убирается для того, чтобы поделать физические упражнения, а кто-то вообще убирается за деньги и занимается клинингом. И вот здесь нужно найти какую-то свою особую ценность за тем действием, которое вы откладываете. Вот напишите, какие действия вы откладываете. Напишите. Давайте обратную связь. У нас живой канал, я очень хочу, чтобы мы общались вживую, поэтому мне нужна ваша обратная связь и нужны ваши вопросы. Вот я всегда радуюсь, когда есть ваши вопросы. Напоминаю, что можно подписываться на наш канал, можно делиться этими трансляциями, можно ставить лайки и можно писать комментарии о тех темах, которые вы хотите, чтобы мы освещали в следующие эфиры. Это очень важно. Также вы можете оставлять донаты. Если вы хотите записаться, чтобы оставить донат, ссылка тоже есть в описании к каждому видеоролику, к каждому прямому эфиру. Если вы хотите записаться на личную консультацию, в описании к видео есть ссылка на Telegram, лично со мной. Там стоит прям красная точечка. Если вы хотите написать мне сообщение, просто перейдите по этой ссылке, вас перебросит в Телеграме на чат со мной, вы просто начнете со мной переписываться. Это не бот. Один мне чудик написал, там, Юрий, здравствуйте, там, то-то, 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 я ему говорю, здравствуйте, и сразу вопрос какой-то задаю, а он мне написал, я хочу поговорить с Юрием, а не с ботом, и я ему не мог доказать, что я не бот. Ну, тем не менее, здесь на самом деле стоит мой действительный контакт. Ну что, ребята, напишите, какое действие вы чаще всего откладываете. Давайте поразбираем. Давайте, возможно, я вам смогу помочь прямо в этом прямом эфире найти какую-то ценность. Так, про неконкретную цель проговорили. Ценность проговорили. Также есть еще, мои дорогие, два типа мотивации. Наверняка вы знаете, есть такая метапрограмма. Мотивация к и мотивация от. Мотивация достижения и мотивация избегания. И вам нужно просканировать себя и понять, какая у вас мотивация преобладает. Сразу могу сказать, что мотивация достижения преобладает у меньшего количества людей, чем мотивация избегания. Ну, вот такая правда жизни. Тех людей, которые пытаются чего-то избежать, их намного больше, чем тех людей, которые пытаются достичь. Это печально, это грустно, но по наблюдениям это так. Где-то встречался... Так, английский язык, кто-то написал. И вот напишите, что там ценного есть за этим изучением. Я бы здесь ваш английский язык на самом деле раздробил немножко. Английский язык, опять же, это такая большая цель. Я хочу знать, выучить английский язык. И, наверное, его нужно учить всю жизнь. И, наверное, чтобы на нем заговорить, нужно разговаривать на нем очень много времени, и совершенству нет предела, да? Наверное, вы со мной согласитесь. Вот мы возвращаемся к причине, что цель большая. И человек, который начинает учить английский язык, он хочет выучить его сразу. Или выучить его там, не знаю, за полгода или за месяц. Кто-то хочет похудеть за 5 минут. Вот в Ютубе есть очень много таких запросов. Как похудеть за 5 минут? Ну и так далее. Так вот, возвращаясь к теме английского языка. Наверное, у вас есть способ изучения. Либо вы занимаетесь с репетитором, либо вы проходите какие-то групповые занятия, либо вы, может, в приложении в мобильном там проходите какие-то уроки. И либо слушаете аудиокниги, аудиоучебники. Есть очень много хороших аудиоучебников. То есть вот вы разделите на какие-то маленькие кусочки. Ну, допустим, вам нужно прослушать час аудиоучебника. Вот вы об этом подумайте. Не о том, что вам нужно знать английский язык. Дробим, да, для начала раздробили. Дальше мы берем конкретный урок. Ну, к примеру, вы условились, что вам нужно час потратить на изучение английского. Задайтесь вопросом, почему мне должно быть это ценно? Почему мне должно быть это важно? Что я получу от того, что я позанимаюсь? И когда вы вот эту ценность для себя нащупаете, вам будет намного легче изучать английский язык. Намного легче изучать английский язык. Хорошо. Продолжаем про мотивацию. Мотивация к и мотивация от. Мотивация достижения или мотивация избегания. Давайте даже сейчас проведем небольшой тест. Я люблю упражнения с приседаниями. Я предлагаю сейчас прямо поприседать. Я прямо вместе с вами поприседаю. Нам нужно сделать 6 приседаний. Вот сейчас прям уже начинаем делать приседания.
Мы их делаем для чего? Мы их делаем для того, чтобы понять очень важный секрет о достижении целей. И также мы их будем делать для того, чтобы избежать незнания этого секрета. Давайте прям 6 приседаний. Оп, оп, 3, 4, 5, 6. Сейчас, когда вы сделаете, попрошу вас написать мне, вы эти приседания делали для чего? Для того, чтобы узнать что-то полезное, или для того, чтобы избежать незнания? Для того, чтобы узнать что-то полезное, либо для того, чтобы избежать незнания? Просто попробуйте честно самому себе ответить. Я как лучше действую? Если у меня что-то забирают, или если я чего-то избегаю, либо если я к чему-то стремлюсь. Вот это очень важно знать про себя. Потому что когда мы этот вопрос про себя знаем, какая у нас больше мотивация? Мотивация достижения, либо мотивация избегания, мы тогда лучше можем простраивать свою жизнь. Вы тогда можете строить соответственные убеждения, которые вам будут помогать и находить ту ценность. Ну, допустим, можно заниматься спортом, чтобы не быть толстым, а можно заниматься спортом, чтобы быть здоровым. Мы говорим об одних и тех же вещах, но на разных людей разные вещи влияют. Или я хочу зарабатывать больше денег, чтобы иметь больше возможностей, или я хочу зарабатывать больше денег, чтобы никогда не быть нищим. Это две разные мотивации. И вам нужно понять, какая у вас преобладает. Так, сделал узнать что-то нового. Молодец. Сделала, наверное, чтобы избежать незнания. Вот, молодец, Надя. По-честному ответила. Супер, супер. Исламбек тоже по-честному ответил. Отлично. И вот вы определитесь. Просто просканируйте свою жизнь. А я чаще делаю как? Для того, чтобы к чему-то прийти, или для того, чтобы от чего-то убежать. И когда вы поймете свою стратегию, здесь нету ничего хорошего и ничего плохого. Это просто вот как есть. Вы тогда можете строить свои убеждения, которые вас будут двигать. Потому что те люди, у которых мотивация избегания, сколько бы они себе ни говорили аффирмаций, сколько бы они себе картинок, там, позитивных целей не развешивали вокруг себя, не создавали карты желания, они не будут делать ровным счетом ничего, пока они не поймут, что им нужно от чего-то убежать. То же самое наоборот работает. Есть люди, у которых мотивация достижения, и они не будут делать, если им что-то делать из угрозы какой-то, если их там чего-то будут лишать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, допустим, если вы про себя поняли, что у вас мотивация избегания, то вместо карты желания с позитивными картинками составьте себе антикарту желаний. Повесьте себе картинки, чего вы не хотите. Картинку бомжа, картинку толстой женщины, там, картинку, ну, еще чего-то там. Если вы хотите какую-то машину, повесьте себе картинку развалюхи какой-нибудь. И это, если у вас мотивация избегания, если у вас такая метапрограмма, то это будет вас очень сильно движить. И, соответственно, наоборот. Почему карты желания работают только на тех, у кого мотивация к, а таких людей не так уж и много. Стремлюсь к полезному. Очень супер, очень супер. Ребят, полезно то, что я вам сейчас рассказываю про прокрастинацию. Вот, кстати, что касаемо метапрограмм, очень важно себе просто признаться. И таким образом вы можете строить свою жизнь. И сами себя мотивировать. Пошел в зал, а то задница растолстеет. Пошел в зал, потому что будешь красивый, стройный. Две разные фразы, но это внутренние фразы, которые ваш внутренний сержант может говорить самому себе, либо вы сами можете себе говорить, и это будет на вас влиять. Это что-то новое. Супер, супер, супер. Хорошо.
С метапрограммами разобрались, с мотивацией разобрались. Дальше. Что еще? Я уже немного говорил об этом сегодня. Что еще является такой причиной прокрастинации и как это устранить? Это отсутствие механизма обратной связи. То есть, когда вы себе ставите какую-то цель, вам нужно иметь внутренний какой-то компас, который вам помогает и подсказывает о том, что вы идете к цели. Например, как это делаю я? Я вам прям могу показать. Я либо черчу просто... Давайте прямо сейчас. Черчу просто шкалу, где есть 0 и есть 100. Ну, соответственно, 0 и 100%. И я, ну, допустим, если я хочу изучить английский язык, то понимаю, что мне нужен словарный запас, к примеру, там, 50 тысяч слов, да, или там 30 тысяч слов, например. И у меня 100% являются вот 50 тысяч слов. А на сегодняшний день я знаю 1500 слов, ну, условно говоря. Это сколько процентов там от 100? Это вот совсем мало. И каждый раз, когда я, там, не знаю, 7 это процентов, я не хочу сейчас считать, я просто вот такую шкалу для себя рисую. Так, ребят, сейчас камера сфокусируется. Угу. Просто вот такую шкалу для себя рисую для того, чтобы... Секунду, извиняюсь. Вот так, а теперь буду четким. Специально это рисую для того, чтобы понимать, потому что каждый наш шаг, нам очень важно понимать, что он нас приближает к цели. Если вы читали или слушали книгу Татьяны Мужицкой, уже не помню, как она называется. Ладно, суть не в этом. Она там приводит пример про женщину, которая хотела купить квартиру, но понимала, что сегодня у нее ресурсов нету для покупки квартиры. И она, зная, сколько стоит квадратный метр квартиры, она рассчитала, сколько стоит 1 квадратный сантиметр квартиры. И расписала, сколько ей нужно именно не в квадратных метрах, а в квадратных сантиметрах, да, понимаете, маленький кусочек, да, маленькая деталь. И каждый раз, когда она ходила по магазинам, она знала, сколько стоит квадратный сантиметр, и там, ну, к примеру, она думала, не купить ли мне шубу? Шуба там, условно говоря, стоила там сумму N, и она понимала, что за эту сумму она может купить столько-то квадратных сантиметров от квартиры. И она тогда таким же образом принимала решение о покупке этой вещи или не покупке. И она потихоньку складывала по квадратным сантиметрам на квартиру. Это интересный опыт. И нам нужно иметь вот этот механизм нашей внутренней обратной связи. Опять же, когда говорю, когда цель какая-то большая, огромная, объемная, нам нужна какая-то шкала. Я на самом деле для себя ничего лучше, чем вот такие вот истории, такие вот листы не придумал. У меня, допустим, есть такой лист, где нарисовано 1000 квадратиков. И это 1000 маленьких шагов к той цели, которую я хочу достичь. У меня на сегодняшний день заполнено, ну, меньше 30% этих квадратиков. Но я понимаю, и вот за 2 года это зарисовано, да, я каждый раз, когда делаю небольшой шаг, я эти квадратики, в них ставлю галочку, либо кружочек, ну, суть не в этом. Суть в том, что я таким образом получаю визуальное понимание, что я движусь. А когда у нас нет вот этого механизма внутренней обратной связи, нам кажется, как в примере с $1 000 000, да, когда человек зарабатывает 1000, а потом стал зарабатывать 1100, но он же по большому счету там на 1 шаг, на 0,5% там приблизился к своей сумме, но так как он себе не имеет вот какой-то внутренней шкалы обратной связи, ему кажется, что это ни о чем. Поэтому берите сразу на вооружение и записывайте. Прям запоминайте, что вам нужна какая-то шкала. Я всегда, когда ставлю цель, я отмечаю 0, 100%, и что является, то есть на каком этапе я сейчас нахожусь. Там 1% от достижения цели, 2%. Ну, есть еще прикольные метафоры, ну, допустим,
лестницу сделать, да, представить, что, ну, вот если у вас какая-то большая цель, то представить, что там достижение вашей цели это 100 ступенек или там 1000 ступенек, и просто оценить, а на какой ступеньке ты сейчас находишься. То же самое можно привязать к дням. Если ваша цель, есть какая-то цель, которая требует ежедневных действий, то там можно с собой договориться, что если у вас там 1000 ступенек до конца, то каждый день там, подниматься на одну ступеньку, делать какое-то одно действие, которое будет вас приближать. Поэтому вот эта обратная связь, и смотрите, друзья, с обратной связью, с вот этим механизмом обратной связи, то есть что я имею в виду под обратной связью? У вас должно быть что-то, что помогает вам понимать, что вы движетесь туда, куда вам нужно. И когда вы знаете, ну, допустим, давайте даже опять, ну вот сегодня такой почему-то пример у меня с тренажерным залом. Вы поставили цель сбросить 15 килограмм за год, к примеру. К примеру, есть у кого-то такая проблема. И вы понимаете, что если вы целый год будете ходить в тренажерный зал 3 раза в неделю, то, соответственно, вы эти 15 килограмм сбросите. Что можно сделать? Там, в году 56 недель и умножить это на 3. Это там, условно говоря, 150 раз. Ну, приблизительно, да, не хочу сейчас точно считать. Приблизительно 150 раз нужно сходить в тренажерный зал, и тогда вы получите свою цель, да. В принципе, люди-то знают, что им нужно для того, чтобы достичь любой цели. Возьмите себе лист бумаги, на нем нарисуйте 150 кружочков, либо распечатайте 150 квадратиков, до чего угодно 150 палочек, и просто каждый раз зачеркивайте, каждый раз ставьте какую-то отметку. И что будет происходить? Вы будете у себя визуально видеть, какой путь вы уже прошли, и вы будете понимать, что вы движетесь в этом направлении. Это как игра, это будет вас затягивать, это будет вам создавать дополнительную мотивацию и будет избавлять вас от прокрастинации. Следующая и последняя причина прокрастинации. Ладно, давайте сначала отвечу на вопрос. А может быть в отдельных ситуациях мотивация к, а в отдельных от? Может быть, но чаще, если вы на себя посмотрите, у вас все равно будет какая-то одна преобладать. Может быть такое, но скорее всего там какая-то есть, когда мотивация к, у вас там какая-то есть ценность, которая настолько сильная, что вашу мотивацию от, если у вас таковая, преобладает. И последнее, что заставляет нас прокрастинировать, это, Исламбек уже писал, это наши оправдания, наши человеческие оправдания. А что такое оправдание? Оправдание – это самое, что ни на есть убеждение, либо верование, да? Считайте это, называйте это как хотите, но наши оправдания, наша система убеждений действительно нас заставляет прокрастинировать. И здесь приходят на ум такие примеры. Я должен ходить туда-то, туда-то. Я должен ходить на нелюбимую работу. Мы себе это говорим, мы в это верим, и мы это делаем. А если разобраться, почему должен, то есть, смотрите, друзья, здесь нужно выявить те убеждения, которые вас заставляют прокрастинировать. Например, да даже вот банально, я не буду убираться в квартире, потому что это бессмысленно. Я не убираюсь в квартире, потому что это бессмысленно. Это же убеждение. Это самое, что ни на есть убеждение, потому что есть миллион людей, которые думают иначе. И если вы начнете это убеждение изменять на что-то, ну, допустим, я буду убираться в квартире, потому что в этом есть большой смысл, то вы избавите себя от многих проблем. То же самое с любой другой целью. Вот я просил вас писать свои цели и в чем у вас прокрастинация, для того, чтобы я мог набрать больше примеров. А вы вот прокрастинируете и не пишете. Что печально. Поэтому вы позволяете мне создавать вам мнение вместо вас.
полезно то, о чем я сейчас говорил. Про оправдание и убеждения. У нас на основном канале есть огромное количество уже роликов про ограничивающие убеждения, поэтому мы здесь сейчас тратить время не будем. Но самое простое, что вы можете сделать, вы можете найти это убеждение и заменить его на другое. Но чтобы заменить на другое, нужно его прям очень часто себе повторять. Эти убеждения, которые заставляют прокрастинировать, их надо отследить. Если я что-то не делаю, просто послушайте свой внутренний диалог, когда вы что-то не делаете. Что вы там сами себе говорите? Это невозможно, это бессмысленно, я должен, я не должен. Вот с таких фраз нужно начинать вот эту внутреннюю работу. Вот эти вот все оправдания, любое ваше оправдание нужно изменить на какую-то поддерживающую установку. Нужно изменить на какую-то поддерживающую установку, мои дорогие. Что я вам хотел рассказать еще? Напишите, пожалуйста, вообще, полезно ли то, о чем мы с вами сегодня общаемся. Напишите, полезно ли вообще в целом то, о чем мы с вами сегодня общаемся. И дам еще несколько полезных лайфхаков. Смотрите, почему еще может появляться прокрастинация? Я называю, у людей, у некоторых есть такие цели, которые ветром надуло. Надуло рекламой, надуло другими людьми, чем угодно надуло, советами. То есть человек этого не хотел, но так как вокруг все этого хотят, он вдруг решил, что нужно этого хотеть, да, конформность такая, да, когда мы присоединяемся к мнению большинства. Модно, не знаю, иметь iPhone, модно там еще что-то, модно еще что-то. Вот эта вот вся мода, она строится на том, что человек достаточно легко присоединяется к мнению толпы. Поэтому, мои дорогие, нужно, во-первых, когда мы чего-то страстно хотим, нужно задать себе вопрос, а это действительно ли я этого хочу, либо я этого хочу, потому что все этого хотят. Если все этого хотят, и я действительно это хочу, то есть если эти две вещи совпадают, то не вопрос, очень круто. Нужно цель свою проверить, моя это цель или не моя. Как проверить? Проверить цель, моя это или не моя, очень просто. Представьте, возвращаемся к тому же самому начальнику, который есть над вами, такой мысленный. Представьте, что если у вас есть какая-то цель, ну, к примеру, вы хотите сбросить там какое-то значительное количество килограмм, или выучить английский язык, или купить какой-то автомобиль, или выйти замуж, или что-то еще, или стать там, не знаю, миллионером, что вам хочется. Представьте сейчас, вот прямо сейчас делайте упражнение и напишите потом свою обратную реакцию. Представьте свою цель, подумайте о ней, и приходит человек, который имеет огромную власть, и говорит вам: ты знаешь, все, в этой жизни забудь про эту цель, тебе никогда ее не достичь, я у тебя забираю возможность этим. То есть приходит человек и говорит: ты не можешь больше учить английский. Приходит человек и говорит: ты не можешь больше в этой жизни сбросить столько-то килограмм, ты не можешь в этой жизни больше никогда выйти замуж, ты не можешь в этой жизни, не знаю, стать миллионером. Обратите внимание на свое тело. Если когда вам ставят такую рамку, вы чувствуете что-то неприятное, какое-то сопротивление, значит, окей, значит, эта цель вам нужна и она вам важна. Но если вдруг пришел какой-нибудь хрен с горы, обладающий властью, и говорит вам: знаешь, ты никогда не станешь миллионером, или ты никогда не выйдешь замуж. И ваша такая реакция: ну, в принципе, ничего страшного, не в деньгах счастье, не в замужестве счастье, не в знании английского языка счастье, не в стройности счастье, не в здоровье счастье. Если у вас такие размышления пошли, то нужно очень хорошо задуматься о той цели, которую вы себе ставите. Насколько она вам действительно нужна и важна. Скорее всего, это и есть причина вашей прокрастинации. То есть, если вам
если вы вот моделируете и представляете, что у вас это отнимают навсегда, у вас появляются дикие неприятные чувства, то эта цель ваша. А если у вас так, ну, не будет, ну, не очень-то и хотелось, да, нежели богато, нечего и начинать, вот эти все убеждения, значит, эта цель вам абсолютно не нужна, и вы можете больше не переживать и прокрастинировать до конца жизни. Кстати, интересная штука. Вот что такое прокрастинация? Это откладывание на потом. Почему-то мало людей страдают прокрастинацией в плане откладывания денег. Почему-то многие люди вот деньги, так как важные дела, они не откладывают на потом. Вот если бы люди взяли свою стратегию прокрастинации, это я как НЛП-тренер говорю, и переложили на стратегию откладывания финансов, то, мне кажется, в мире было бы очень много богатых людей. Что я имею в виду? То если есть у вас, если вы постоянно откладываете уборку в квартире, к примеру, и вы с такой же периодичностью будете откладывать какую-то сумму денег, вы очень быстро станете богатым человеком. Так, я поменял убеждение, вместо ходить на нелюбимую работу, заменил на мне нравится общаться с интересными людьми, получать навык. И скорее всего, когда вы решили стать на позицию ученика, я учусь общаться с другими людьми, понятно, что у вас будут осечки, у вас где-то будет хорошо получаться, где-то будет получаться не очень, но когда вы общаетесь с людьми из установки, что я сейчас учусь, то, соответственно, это совершенно другая энергия, и вы совершенно с другим желанием идете на работу. Это очень круто. Так, кто-то написал очень, скорее всего, полезно, максимально полезный эфир, надеюсь, будете пересматривать. Исламбек плюсик поставил. Сеймур, привычки или мотивация, не понял, к чему вопрос, но тем не менее. Хорошо, идем дальше. Цели научались проверять. Цели научались проверять. Хорошо. Есть еще одна история, которая вам очень сильно поможет избавиться от прокрастинации. Это разрешить себе делать дела только 3 минуты. Объясню, как работает этот механизм. Ну, к примеру, вы постоянно откладываете наведение порядка в квартире. Ну, заезженный уже сегодня пример, вы своих примеров не пишете, поэтому я привожу то, что мне приходит первое на ум. Вот, к примеру, вы не любите делать уборку в квартире. И вы знаете, что уборка в вашей квартире или в вашем доме, или в вашей комнате, или на вашем рабочем столе у вас займет, ну, полчаса, к примеру. Вы знаете свое время. Так вот, что нужно делать? Это очень хитрый ход. Нужно самому себе сказать, что я сейчас этим займусь и буду это делать только 3 минуты. Начать делать уборку 3 минуты. Засекаете таймер и делаете уборку 3 минуты. Ну, кто-то скажет, это нереально сделать. Вам не нужно сделать уборку за 3 минуты. Вам нужно ее начать делать и по-честному с собой договориться, что вы через 3 минуты это дело бросите. Начали убираться, взяли веник, там, совок, или взяли тряпочку, пыль протирать, 3 минуты протираете, будильник прозвонил, все, нужно тряпку отставить, отбросить, и все, идти дальше заниматься другими делами. И так делать в течение недели. По 3 минуты. Начинаете, и потом сознательно себе запрещаете. Вы же это делать не любите, поэтому вам от этого легко отказаться. Что вы получите в итоге? Вы получите в итоге то, что через неделю вы уже начнете беситься от того, что этот будильник так быстро срабатывает. И, скорее всего, через вот этот запрет действия вы начнете это делать. Как в фильме «О чем говорят мужчины». Пока у тебя есть вилка, ты ее не ценишь. Как только тебе говорят, что ты можешь есть сейчас всем чем угодно, ложкой, ножом, но вилкой тебе больше никогда в жизни кушать нельзя, то ты начинаешь по ней скучать, тосковать, ну и так далее. Вот этот механизм очень хорошо работает. Я помню, работал с одним мужчиной, он хотел заняться спортом, но все никак не находил у себя силы, прокрастинировал заниматься пробежками. И мы с ним договорились, было такое коучинговое задание, мы с ним договорились, что он собирается, одевает форму, там и все такое, готовится, выходит на пробежку прямо от своего дома, но бежит 3 минуты. Бежит 3 минуты, как только таймер сработал,
он останавливается, может ходить пешком, может пойти там чем-то еще позаниматься, но бегать больше нельзя. Вот больше нельзя, можно только 3 минуты в день, больше нельзя. И вот через вот этот запрет он очень сильно за неделю, этот запрет его так выбесил, что он начал бегать там уже по 20-30 минут в день, и для него это стало нормально. Попробуйте провести этот эксперимент. Опять же, выберите дело, которое вы не любите делать, возьмите таймер 3 минуты, начните это делать 3 минуты, потом его тут же бросьте и больше в течение суток к этому делу не возвращайтесь. Потом на следующий день тоже выберите время, поставьте таймер, в течение 3 минут это делайте, как только начали, остановили, бросили. Вас это, во-первых, не будет напрягать, потому что вы знаете, что вам не нужно будет проделывать весь цикл того, что вам нужно делать, а во-вторых, соответственно, вы себя раздразните, и уже через вот этот запрет вы начнете это делать. Что еще? Что еще? Есть еще одна хитрость. Есть еще одна хитрость, которая заключается в том, что чтобы начать делать то, что вы не любите, нужно найти те вещи, которые вы не любите делать еще больше. Креативная прокрастинация называется. Ну, допустим, вы постоянно откладываете уборку по дому, и, к примеру, вы знаете, что вам нужно подготовить какое-нибудь публичное выступление. Договоритесь с кем-нибудь о выступлении, и поверьте мне, вы будете делать все, что угодно, нежели готовиться к выступлению. Понимаете, о чем смысл? В чем смысл? Напишите, да, понимаю. То есть вам нужно найти что-то еще более ужасное, что вы еще тем более откладываете на потом, чем то, что вы действительно откладываете. Ну вот простой пример, там кто-то не любит, не знаю, выбрасывать мусор и постоянно откладывает на потом вынос мусора, может найти себе задачу еще какую-то более сложную, более глобальную, и взять обязательства над этой задачей. И, соответственно, ну вы знаете такие вещи, да, когда человек, когда у него стоит какая-то большая глобальная задача, которая ему важна, он будет делать все, что угодно, лишь бы не эту задачу, если она ему неприятна. Поэтому вы можете подставить еще надзадачу. Это тоже один из способов борьбы с прокрастинацией. Так, занимаюсь рукопашным боем, нет мотивации ходить в зал. Нравится это дело, но после работы идти не хочу. Даже выходной. Иду через силу, хотя смотрю записи боев, и само по себе это нравится. Так вот, Хангман, может вам нравится смотреть записи, а не заниматься? Может быть, тут нету никакой прокрастинации. Может быть, вы можете стать профессиональным комментатором, да? Может быть, вы можете стать профессиональным экспертом, который там судит или что-то еще в этом роде. Может быть, у вас нету целей там заниматься рукопашным боем, получать там мастера спорта или кандидата в мастера спорта, или заниматься, ну, получать соревнования. Может, у вас цели такой нету. Может быть, вы просто эксперт. Может быть, вы пошли, позанимались этим для того, чтобы понять. А вот смотреть бои вам нравится. Понимаете? Тут опять же нужно понять, моя цель или не моя. Может, вам нравится смотреть? Вот смотрите, я, допустим, люблю смотреть автогонки, но я не автогонщик. Это как, знаете, ну вот футбол люди смотрят, баскетбол. Они с вот такими животами там сидят, пьют пиво, но смотрят баскетбол. Фанаты спорта. И это нормально, это нормально. Просто у вас будет облегчение, если вы для себя решите, что вы хотите точно. Если вы хотите заниматься, то я знаю, что те люди, которые хотят заниматься, они не смотрят. Вот те люди, которые ходят в тренажерный зал, они не смотрят, как другие люди ходят в тренажерный зал. Они ходят в тренажерный зал. А те люди, которые хотят смотреть, как люди ходят в тренажерный зал, они сидят и смотрят. Понимаете? Ну, тут вот такая вот история. Хорошо. Проверка целей, отличный лайфхак. Делаю немедленно. Отлично. Не совсем. Я занимаюсь давно, и есть достижения. Просто сам поход в зал меня напрягает, а на тренировке мне нравится. Ну, хорошо. Хорошо, подумайте, а что, если я правильно понял, сам поход в зал, он напряженный, там, я не знаю, сам путь в зал, да, как можно получить удовольствие от пути, да, вам нужно найти какую-то дополнительную выгоду от этого пути. Я, допустим, сейчас
любой свой путь использую для того, чтобы либо что-то спланировать, прям беру свою записную книжку и планирую. Вот этот прямой эфир я планировал в такси, ну, точнее, заканчивал его планирование в такси. Я 35 минут ехал, и вот 35 минут я структурировал те аспекты, которые я сегодня проговаривал. Просто так ехать в такси мне неинтересно. А когда я нашел для себя мотивацию, я буду ехать и буду готовить материал для вас, потому что я вас люблю и люблю создавать для вас материал. Или, то есть вам нужно найти, чем вы можете заниматься еще параллельно, когда вы едете. Или если у вас там пеший путь, возможно, это можно использовать как разогрев. Понимаете? Здесь очень много вещей, вот эти наши пути, там, поездка в такси или поход пешком, можно найти очень много интересных вещей. Я, допустим, понимаю, что мне не хватает времени иногда заниматься речевыми упражнениями, да, чтобы развивать голос. Но я для себя нашел, что многие речевые упражнения можно делать во время ходьбы. И когда у меня есть какой-то путь, я для себя ставлю, это 15 минут лишних в день, я могу тренироваться речью, тренироваться. Тут ваша задача просто поискать, что я могу делать в этом пути. Кто-то видео смотрит, кто-то аудио слушает, кто-то книжки читает, ну, если не за рулем, кто-то, не знаю, музыку слушает. Тут выгод на самом деле от самого пути можно найти невероятное множество. Так, кто-то у нас тут что-то отправил и удалил. Ну ладно. Хорошо, дорогие мои, отметьте по шкале от 1 до 10, насколько вам было полезно. И самое главное, вот пожалуйста, что для меня важнее всего. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, напишите какой-нибудь один ваш инсайт, какое-нибудь одно ваше озарение, что-то, что вам было вот прям полезным. Что-то, что вам было прям полезным сегодня. Напишите, мне было полезно вот это, теперь я знаю, что делать. Или мне было вот это полезно, потому что я знаю. Мне без обратной связи, честно скажу, тяжело. И я вам напоминаю, что даже если вы смотрите прямой эфир в записи, вы можете в комментариях, я уже не буду вас просить, чтобы вы набрасывали свои вопросы и запросы, потому что это бесполезно, я буду идти по своему контент-плану. Вопросы буду приветствовать только на прямых эфирах. Вот это уже просить не буду, потому что я сомневаюсь, что вы можете найти в себе силы. Мне кажется, у вас очень слабые пальчики, они устают, вам тяжело набирать какие-то вопросы. Поэтому я вас прошу прямо сейчас, вот кто у нас на трансляции присутствует, напишите, пожалуйста, чем именно вам было полезно, какое-то одно озарение, какую-то одну пользу. Так, смотрю, десяточки пошли. Мне было полезно насчет целей. Спасибо, Ирина, десятки. Ребят, спасибо. Если вам это полезно, напишите еще конкретно вот что-то одно, что вы запомнили и что вы прям возьмете и примените, потому что я старался набрать вам на этот прямой эфир что-то, что вы можете прямо сейчас сделать. Вот прямо сейчас, во время эфира, либо после эфира, и это будет очень круто, если вы это сделаете. Но чтобы вам это сделать, вам нужно это написать. А когда вы напишете, я буду понимать, что моя работа была проведена не зря, мы с вами провели не только интересное время, но еще и полезно, чья-то жизнь начнет от этого меняться, поэтому я буду искренне благодарен. Если вы считаете этот эфир полезным, что вы можете сделать, как вы можете меня отблагодарить в зависимости от вас, от ваших возможностей. Первое и самое простое – это поставить лайк этому прямому эфиру. Второе по сложности – это поделиться с кем-то, кому вы считаете этот эфир может еще быть полезным. Третье по сложности и по возможности – это оставить добровольное пожертвование или донат. Ссылка на сервис донатов есть в описании к этому видео. Если это было вам полезно, вы можете оставить любую сумму, которую вы хотите, которая пойдет на развитие этого канала, на улучшение студии, оборудования, скорости интернета. Поверьте мне, тут есть во что вкладывать. Ну и в конце концов, сейчас, так как монетизация в большей части света ограничена, это я называю Россию, то мне было бы приятно.
Не буду вас уговаривать, у каждого свои возможности. Кто-то ставит лайк, кто-то делится, кто-то рассказывает друзьям, кто-то оставляет донаты, кто-то просто пишет обратную связь. Ну и, конечно, очень важно, если вы напишите потом после окончания эфира комментарии, а может быть, когда вы что-то сделаете и ваша жизнь изменится, вы вернетесь к этому эфиру и напишите, что было полезно. Полезно было понять о себе, что именно является моей мотивацией, избегание или стремление. Выгоды, отлично. Я поздно на эфир попала, обязательно пересмотрю, однако то, что услышала, очень полезно. Супер техника, 3 минут и проверка целей. Супер, спасибо. Я так и не поняла в себе, занимаюсь ли я прокрастинацией или нет. Но самочувствие плохое, я болею сейчас, просто не могу понять, насколько это мешает мне что-то делать. А вы просто решите, я настолько сильно болею, что не могу ничего делать. А может, вам действительно нужно поболеть, да? Иногда мы заболеваем от того, что у нас столько много задач, что мы не знаем, как с ними справиться. Так, 10 лайфхак про цель и запрет на 3 минуты. Было инсайтом, очень круто. Ответьте на вопрос выше про реимпринтинг. Напишите еще раз вопрос. Так, где ваш... Так, хорошо, сейчас нашел. Как пропустил, действительно, такое бывает. Спасибо, что вы написали. Хочу сделать реимпринтинг, но не могу почувствовать чувство, которое хочу проработать. Что делать? Самый простой способ. Смотрите, вы ради чего хотите проработать реимпринтинг? Вот смотрите, если вы просто хотите проделать технику реимпринтинг, то не надо напрягаться. А если у вас есть какое-то ощущение, то да. Ну, смотрите, если вы не чувствуете чувства, в общем, смотрите, напишите ваш запрос. Вы это хотите сделать для чего? Я тогда вам прямо сейчас в прямом эфире отвечу. Так, полезно было познакомиться с этой темой. Отлично. Насчет 3 минут осознала, что самое сложное для меня начать что-то либо делать, и потом трудно остановиться. Да, когда вы начинаете что-то делать, вот договоритесь с собой на 3 минуты что-то делать. И 3 минуты делаете, и потом бросаете. Вот если в течение недели какое-то дело будете так делать, вы всю прокрастинацию переборете. Про 3 минуты еще буду применять, чтобы помочь ребенку. Так, могу задать вопрос в личку в Telegram. Да, дорогие друзья, вы можете писать мне в личку в Telegram. У нас есть Telegram-канал, на который я рекомендую записываться, потому что там есть у нас анонсы наших прямых эфиров. И в описании к видео с красной точкой есть ссылка на Telegram-чат со мной лично. Вы переходите по этой ссылке, там написано записаться на консультацию или там написать сообщение. Переходите по этой ссылке, и вы начинаете мне писать. Не могу вызвать эмоцию, чтобы потом выполнять регрессию. Так вот, смотрите, если вы не можете вызвать эмоцию, то значит у вас нет проблемы. Вот, я вот так на это смотрю. Если у вас нету неприятного ощущения, если у вас нету какого-то повторяющегося сценария, то зачем вам делать реимпринтинг, если у вас все хорошо? С другой стороны, скорее всего, у вас не все хорошо, вы что-то чувствуете, возможно, вы не можете это назвать, возможно, вы не можете это откалибровать или уловить. Обычно это как происходит? Когда человек рассказывает о своем запросе, почему я говорю, что реимпринтинг можно сделать одному, но лучше делать его вдвоем. Вы когда будете рассказывать человеку о своем запросе, вашему NLP-консультанту, коучу, психологу, вы будете испытывать вот эту эмоцию. И вот эта эмоция будет и тем триггером, который нужно заикарить. Я вот такую рекомендацию дам вам сейчас в эфире. Если хотите, можете еще уточнить, я постараюсь еще ответить. Она возникает в жизни, но в проработке нет. Смотрите, если она возникает в жизни, вот я еще раз повторяюсь, обратитесь к другому человеку, который вам может помочь сделать эту технику, который знает технику реимпринтинг, который обладает навыками эриксоновского гипноза, который обладает техниками якорения, и так далее. В общем, к НЛперу обратитесь, и поверьте мне, когда вы начнете рассказывать о том, что вы хотите изменить, и начнете рассказывать о том, как это происходит у вас в жизни, то ваш оператор, он найдет способ это усилить. Вот ключевое решение вашей задачи – это поработать с оператором. Испытываю страх и стыд при общении, но мысли, когда пробую прокрутить эту ситуацию, не выходит. Смотрите, вы просто стараетесь сделать
сложную технику, сложную психологическую технику самостоятельно. Вы это сможете делать, но когда вы станете более-менее профессиональным. Я, знаете, когда на курсе NLP практик обучаю практиков, я им говорю вот так: ребят, вы сможете эти делать техники самостоятельно, но вам сначала нужно потренироваться на других, чтобы понимать все эти процессы. Ну вот, честно говоря, у меня реимпринтинг самому себе получилось сделать только один раз. И причем я потратил столько времени, это было часа 4. Прям такой целенаправленный. Ну, у меня просто не было возможности тогда поехать просто к своему психологу. Как я это делал? Я это делал, у меня стоял флипчарт, я прям на флипчарте нарисовал линию времени, и да, действительно, мне было тяжело найти это ощущение, потом его каким-то образом самому себе заикарить было тяжеловато. Я делал много попыток, заходил в эту историю, заходил. Потом там же в конце реимпринтинга нужно позиции восприятия разыграть, тоже было тяжело диссоциироваться и так далее. Но оно вроде как получилось, я вроде как уже не испытываю вот этих вот проблем, которые я решал. Но, 4 часа мучения, причем что я профессионал. Мне кажется, проще там за час с другим специалистом. Во всяком случае, если бы у меня тогда была возможность поехать к человеку, либо в онлайне проработать, я бы лучше это сделал за деньги, проработал бы, и просто не было возможности, а мне надо было срочно. Поэтому вот так. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Что, мои дорогие, большое спасибо за огромное количество сейчас комментариев и огромное количество обратной связи. Я был рад искренне всех видеть. Думаю, что вот этот эфир был мега полезным. На самом деле я прям постарался убрать все неинтересные истории и нудятину и вычленить максимально практичные советы, чтобы вы могли себя проанализировать и сделать выводы и подкорректировать свою жизнь. Поэтому всех обнимаю, берегите себя, всем здоровья и до следующего четверга. Напоминаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте донаты, делитесь этими прямыми эфирами. Для меня это очень важно. Чем нас больше будет становиться, на этом канале в том числе, тем, я считаю, наши прямые эфиры будут более насыщенными. Всех был рад видеть. До скорых встреч, мои дорогие. Пока-пока.